Нас из организаторов все-таки с Марком выкинь. Почему нет? Тогда демонстрация экрана не выйдет. Все, можно начинать. Are we all in? Okay. Начинайте. Да. Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Сергей Нечувилин, директор Академии Регби-центр. Мы начинаем с вами серию семинаров под руководством Марка Беннетта, посвященные общей стратегии, выстраивания стратегии контроля физподготовки игроков. Ну, в первую очередь, конечно, это касается и основной целью являются клубы премьер-лиги, имеющие прямую связь и влияние, скажем так, на формирование сборной национальной команды. Но это полезная информация и для других специалистов. Соответственно, этот семинар рассчитан на 4 дня. Это первый пока такой блок. Марк о нем подробнее расскажет. 4 дня – это 4 недели. Мы не будем делать такой суперинтенсив. Мы спокойно, чтобы была возможность подстроиться под календарь игр, чтобы у всех была комфортная возможность участвовать в семинарах. Поэтому это будет происходить раз в неделю. Сегодня с нами Алексей Селиверстов, шеф-аналитик, он будет переводить. Если есть вопросы, а я надеюсь, они будут, большая просьба, есть функция поднять руку, и, соответственно, организатор от Академии, администратором будет группа Диана, она тоже здесь с нами. Поэтому она будет следить за этим и, соответственно, координировать вопрос-ответ, для того, чтобы это было понятно. На время, непосредственно, скажем, семинара микрофоны у вас будут выключены со стороны администратора, но это для удобства всех, чтобы не поступали лишние шумы в эфир. Но помните, что у вас есть функция, соответственно, задать вопрос, поднять руку. Если будут вопросы какие-то после семинара, вы можете присылать их нам на почту или в чат в общий. Опять же, мы все подготовим, переадресуем их Марку. И, соответственно, вы получите необходимые ответы, консультации, либо зададите их на следующей сессии. У меня все. Хорошего всем дня. Марк. Okay, are we ready, Alex? Господа, мы готовы? Yes, I'm ready. So, a speech from you, and then we start. Well, I suppose, why are we putting these presentations together? Why are we doing these seminars? Как вы думаете, почему мы готовим эту презентацию, собираем ее все вместе и вам показываем? There are two reasons, really. Есть, на самом деле, две причины. Number one, we want to take Russian rugby forward. Первое, естественно, мы очень хотим двигать наше российское регби вперед. I think the isolation of Russia to the rest of the rugby world, both in terms of the difficulty people have in getting out of the country and the language barriers. Изоляция российского регби и, в принципе, России от всего мира, выражающаяся в том, что люди не часто могут попасть за рубеж, и, в принципе, у нас существуют определенные языковые барьеры. Make it very difficult for people to understand and realize what other people in the rugby world do, how people train elsewhere, how we monitor fitness, how we prescribe fitness, how people train. И данные проблемы не дают нам четкого понимания того, как люди тренируются за рубежом, как они оценивают уровень своей физической подготовки, что они для этого делают. Okay. We obviously want to provide information around that to help people. И понятно, что мы пытаемся как раз делиться с вами информацией, чтобы ответить на эти вопросы. Okay. The second reason is a selfish reason for the national team, to improve the national team. И вторая причина, по которой мы, в принципе, делаем эти презентации, эти семинары, является эгоистичной причиной, потому что Марк является тренером национальной подготовки, тренером национальной команды, и это эгоистичная цель – улучшить состояние национальной сборной. As things are currently, we have
very little understanding of the fitness, the strength, the speed levels of Russian rugby players. И на деле прямо сейчас у нас есть очень маленькое понимание по поводу уровня физической подготовки, силы, скорости игроков в России. Okay, so one of the initiatives that we are going to be taking on board is a centralized database. И одна из инициатив, которую мы пытаемся продвинуть, это некая централизированная база данных, That will hold all the data for Russian qualified players. которая будет включать в себя все данные на всех квалифицированных игроков в регби в России. That means that when we come into camps or campaigns, we understand the physical condition of players. We don't have to bring players in blindly, not understanding where they are. И это означает, что когда мы собираем игроков в тренировочные лагеря или, к примеру, едем на какие-нибудь турниры, нам не придется выбирать их вслепую. У нас уже будут данные по их уровню физической подготовки. Okay, and we will be pushing forward this because it's a necessary condition for our relationship with World Rugby. И мы будем обязательно продвигать эту инициативу, этой централизованной базы данных, потому что, опять же, это обязательное требование того же самого World Rugby. And if we want to have a centralized database, it's very important that everybody's doing the same tests, using the same methods. Otherwise, we're comparing apples to oranges, not apples to apples. Опять же, очень важно иметь централизированную базу данных, внутри которой мы понимаем, что все тренеры делают одни и те же тесты, сдают одни и те же нормативы. Иначе, если все сдают какие-то разные нормативы, то мы начинаем сравнивать яблоки с апельсинами, сравнивать несравнимые вещи. Okay, so with that, I will start. Ну и закончив на этом, мы начнем. Okay, Alex, is that up? Угу. Okay. Господа, всем видно, правильно, презентацию? Okay, so we're just going to start. We're obviously going to talk about fitness testing today. And the reason we're going to start with fitness testing is, as well as the reasons we just discussed, it's very easy to talk about. So it gives me an opportunity to sit in front of a computer and understand how easy or difficult it is for people to take in the information we're having online, so that when we go further into more difficult subjects. И начнем мы сегодня нашу презентацию с тестирования физических качеств, с оценки физической подготовки игроков. И почему мы решили начать с этой темы? Потому что о ней на самом деле легче всего рассказывать. Можно сидеть дома перед компьютером, говорить какие-то простые понятные вещи, и потом они превратятся во что-то более сложное в следующих семинарах. Okay, so why do we fitness test? Зачем мы проходим тестирование физической подготовки? It provides information. And that information allows us to compare ourselves to the best teams in the world, to understand where we're weak, where we're strong, where we need to train, and what direction Russia needs to go on in terms of fitness training. Когда мы проходим тестирование, мы получаем данные, которые позволяют нам дальше сравнивать себя с другими командами в мире. Мы начинаем понимать, в чем же наши слабости, в чем наши сильные стороны, и как это будет влиять дальше на наш тренировочный процесс. Okay. The second reason, it provides us with data that we can use to plan players' training, short-term, medium-term training. Вторая причина, по которой мы тестируем наших игроков, потому что мы получаем данные, которые помогают нам спланировать наш тренировочный план. Okay, if we're not using test data to prescribe our training, then we're doing the players a disservice. Если мы не используем данные, которые мы получаем из тестирования игроков в тот самый момент, когда мы составляем тренировочный план, то мы, наоборот, только мешаем игрокам развиваться. Okay, if you are not prescribing maximal strength work of current maximal abilities or aerobic running of their maximal aerobic running speeds, then you're not going to get the adaptations you want, and you're probably not getting the best out of your training for players. Если мы в связи с какими-то полученными данными не развиваем максимальную силу или не развиваем максимальную аэробную скорость, когда нам требуется это делать после тестирования,
то мы просто не получаем те самые адаптации организма, которые мы хотели получить для достижения максимальных результатов. Now, today's presentation is only about how we collect the data. It's not about how we use the data to prescribe training. Сегодняшняя наша презентация только про то, как собирать данные. Мы будем говорить о том, как использовать полученные данные для тренировочного процесса. Уже дальше потом. Сегодня только про сбор. That will come later. Да, это будет позже. Okay. Now, here, the first thing I provided are some basic markers for general fitness levels for rugby players around the world. Первые данные, которые я вам хочу предоставить, это данные, соответственно, маркеров, идеальных показателей игроков в мире по регби. Okay. So this data would be collected from a number of sources. Эти данные будут собраны из ряда различных источников. It includes data from Welsh internationals, English internationals, Irish internationals, Scottish internationals. Эти данные собраны, соответственно, на базе игроков сборных Англии, Уэльса, Шотландии, Ирландии, Okay, South Africans. Южной Африки, Okay, as well as professional clubs in Wales and England. и на базе данных игроков из профессиональных клубов в Уэльсе и в Англии. Okay, now it's important to realize that this data here is probably not the data that it's not specific fitness for rugby, but these are the normative data values that players need to come into camp to say that they have enough general preparation to play the game. Первое, что стоит отметить, вот эти данные, которые мы видим, не являются специфичными для вида спорта регби. Но когда люди приезжают в тренировочный лагерь, они должны отвечать вот этим требованиям, чтобы мы понимали, что хотя бы уровень общей физической подготовки подходит для дальнейшего работы в регби. Okay. Now, what I've put together here, this is just a small slide that shows the four areas of the game. Вот на этом слайде я вам, соответственно, указал 4 области игры. Okay, we have started the game, the contest for the ball. Okay, so this could be the scrum, the line out, possibly the breakdown and kickoffs. У нас, соответственно, есть методы получения мяча в регби. Это может быть схватка, это может быть выигранный коридор, это может быть борьба на земле, брейкдаун. Okay. Все, что касается борьбы за мяч и за владение им. Okay, and then you have the physical abilities that define success in this area. И, соответственно, у вас есть некие физические качества, которые определяют успех в той или иной области. Okay, so what we find is that a lot of rugby coaches or a lot of people who maybe don't have fantastic understanding about the game put a lot of emphasis on this area. Нужно понимать, что многие тренеры и люди, которые не очень хорошо разбираются в игре, слишком сильно фокусируются именно на данной части игры, борьбы за мяч. Whereas it's these three areas that win and lose games. Хотя вот 3 остальные области, нападение, переход и защита, это то там, где команды проигрывают свои матчи. Okay, obviously attacking with the ball, defending without the ball. Соответственно, нападение, когда вы владеете мячом, оборона без владения мячом. Okay, and then very importantly, being able to transition between attack and defense. This is where games are won and lost. И, конечно же, очень важно это умение переходить из одной фазы в другую, из владения мячом к обороне и, соответственно, наоборот. Now, you see some of the things here, some of the physical abilities that we require in attack, defense, and transition are relatively easy to develop. Как вы видите, некоторые физические качества, которые мы видим в нападении, в обороне и в переходной фазе, довольно легко развивать. Okay, work rate, for instance. Work rate is a very easy physical quality to develop.
К примеру, работоспособность – это довольно легкое физическое качество, чтобы его развивать. But others, like explosive strength and speed, take Но, far longer to develop. но некоторые физические качества, как, к примеру, взрывная сила или скорость, требуют намного большего количества времени, чтобы их развить. And need to be worked on from very young ages for players to be elite. И для того, чтобы там эти качества развивались, нужно начинать очень рано, и это займет достаточное количество времени, чтобы привести данных игроков там, в состояние элитных игроков. Okay, so speed and explosive strength, they are the characteristics that define elite rugby players. They are the ones that really separate the okay players from the very good players. И вот эти два физических качества, как скорость и взрывная сила, и отличают игроков самого высокого класса от игроков просто нормальных, просто хороших. And if we go back and look at this slide here, if we look at these 30-meter times, К примеру, мы вернемся на предыдущий слайд и посмотрим на данные спринта на 30 метров. okay, these are elite speed times, okay? Мы видим цифры, соответственно, элитного уровня. But we have no players in Russia who have the ability to run these times. Но у нас нету ни одного игрока в России, который мог бы бежать с данной скоростью. Or at least not players I've seen yet. Once again? Or at least players that if they are there, I haven't tested them yet. I haven't seen them. Not coming. И даже если они есть как бы в нашей стране, то я их не тестировал, я их еще не видел. Okay, so our fast players will be tending to run back row times, maybe second row times, rather than these sorts of times. So we really need to work hard and have some direction in our training and understanding of where we are as a nation. Наши самые быстрые игроки, возможно, и бегут со скоростью там второй, третьей линии, но нам все еще нужно проделать огромную работу, чтобы довести их до нужного уровня с точки зрения международного регби. Okay, so if we see here, look, we're going to talk about work rate first. Obviously, very important in attack, extremely important in transition, and important in defense. Three main areas. So we're going to start with the easiest one to measure and the easiest one to understand. Ну и вот мы снова возвращаемся к трем областям игры в виде нападения, обороны и перехода от нападения к обороне, от обороны к нападению. И начнем с самых простых качеств и как их тестировать. Okay, if we think about aerobic fitness, most people think about slow running, slow work. Когда мы говорим про работоспособность, многие люди говорят про медленно выполняемую работу. Медленный бег, к примеру. What is essential to realize is that aerobic fitness doesn't separate the good players from the bad players. Но что мы должны очень сильно понимать, это то, что аэробная физическая подготовка не отделяет хороших игроков от плохих игроков. It's the high power, high speed work done in games that separates the good players. Именно высокая мощность, высокая скорость является вот этим вот разделителем между хорошими игроками и отличными игроками. Okay, and the aerobic fitness allows our players to recover very quickly after high intensity actions. А работоспособность позволяет им восстанавливаться после выполнения вот этих вот высокоинтенсивных действий. Okay, if we don't have high levels of aerobic fitness, after one or two high intensity actions, okay, players build up big concentrations, high concentrations of waste products in their muscles, and they're pretty much useless in the game. They can't carry on because they can't keep doing the high intensity work. Если у игроков нету достаточного уровня аэробной физической подготовки, то после того, как они выполнят одно-два высокоинтенсивных действия, у них начинает скапливаться в мышцах, соответственно, отходные материалы, и они после этого становятся бесполезными в течение всей оставшейся игры. Не могут дальше повторять вот эти высокоинтенсивные действия. Okay, and there are two ways that we can measure work rate. И у нас есть два способа для того, чтобы протестировать работоспособность игроков. Okay, in fact, there are many ways we can measure work rate for rugby. Ну, естественно, у нас есть множество различных способов, чтобы оценить работоспособность. But we need our data to be comparable to teams
around the rest of the world. Но нам нужны все еще те данные, которые мы можем взять и сравнить с прочими командами со всего мира. So, for example, a 3-kilometer run is a reasonable measure of aerobic ability. К примеру, бег на 3 километра является абсолютно нормальным методом оценки там, работоспособности. But I don't know how fast New Zealanders are running 3 kilometers for, so I can't. Но я не знаю, I have no idea насколько whether быстро. good, bad, okay. Но я не знаю, насколько быстро бегут, там, к примеру, те же самые новозеландцы 3 километра. Вот, но при этом у нас есть там данные по бронко. But if I use the test I have data for, I can understand where Russia are in comparison to the rest of the world and understand if this is a big weakness or a small weakness or a strength. И если мы используем какой-нибудь тест, который используют еще и все остальные страны и команды в мире, то мы, соответственно, можем начинать себя сравнивать и видеть, является ли это нашей слабостью, большой слабостью или, наоборот, сильной стороной. Okay, so the Bronco is a very simple test to carry out. Бронко – это очень простой тест для того, чтобы его провести. Okay, you're simply running 20 meters out and back, 40 meters out and back, 60 meters out and back. Вы просто бежите 20 метров челночным бегом туда-сюда, 40 метров, 60 метров. And you run that test 5 times without stopping. И вы проводите данный тест 5 раз без остановок. Okay, and you have to do it as quickly as you can. И вы должны выполнить данный тест как можно быстрее. And you simply get a time at the end. Every player has a time. И после этого вы получаете как бы время игроков. У каждого игрока есть некое время. Okay. The second test we can use is the yo-yo intermittent level 1. Следующий тест, который мы можем использовать, это прерывистый йо-йо-тест уровня 1. Okay, this is simply a 20-meter shuttle. We'll run out and back. Это просто челночный бег на 20 метров туда-сюда. And after each 20-meter shuttle, you have a 10-second recovery. И после каждого такого челночного забега у нас есть 10 секунд на восстановление. Okay. The speed of each shuttle is gradually increased. Скорость каждого челночного бега постепенно увеличивается. Okay, and the player goes as far as he can until he can no longer get back within his 20-second time frame to run the shuttle. И игрок просто бежит этих 20 метров туда-сюда до тех пор, пока не устанет, до тех пор, пока он не может бежать и возвращаться за этих там 10 секунд, которые у него есть. Okay, the score you get here is a total distance. И здесь вы оцениваете, соответственно, не время, а дистанцию, которую преодолел игрок. Okay, both are very good tests. Okay, and here we have a nice easy diagram for people to understand what you're doing in each test. Вот у нас тут вы можете видеть на презентации диаграммы, что вы делаете в каждом из этих тестов. Okay, Bronco, 20 meters out and back, 40 meters out and back, 60 meters out and back, 5 times, no recovery. Вы видите 20 метров туда-сюда, 40 метров туда-сюда, 60 метров туда-сюда, 5 раз без восстановления. Okay, and here we have a yo-yo intermittent 1. И здесь у нас есть прерывистый йо-йо тест. Okay, we have run out, run back within the time frame. Вы бежите вперед, бежите назад без восстановления. And we have a walk recovery, 5 meters out and back, 10 meters in total. И у нас есть зона для восстановления, которая длиной 5 метров. A mistake that I see many people make when they run the yo-yo. Самая распространенная ошибка, которую я вижу, когда люди там тестируют йо-йо-тест, is that people jog into the line here very slowly and then start the run. Что люди, игроки, медленно подбегают к стартовой линии и потом начинают бежать. That makes the test easier. Это делает тест проще. People have to walk and be standing still on the line when they start. Они должны идти пешком и должны стоять на линии. То есть начинать стартовать только с линии. Okay, there are some advantages and disadvantages to both tests.
Есть определенные сильные и слабые стороны у каждого из этих тестов. Personally, I prefer the Bronco. Лично я больше люблю тест Бронко. Like, it can be done outside as long as the weather is reasonably dry. Его можно проводить, соответственно, на улице, если погода достаточно хорошая и сухая. All you need is a stopwatch, a measuring tape, and some markers. Все, что вам нужно, это там некие конусы или обозначительные знаки и секундомер, ну и лента измерительная. It also provides a very good estimate of a physical ability called maximal aerobic speed. И она на самом деле отлично оценивает такое физическое качество, которое называется максимальной аэробной скоростью. And maximal aerobic speed is a very good number to have each player to prescribe training. It makes the improvement of aerobic ability very easy and very quick. И у каждого игрока, соответственно, появляется оценка этой максимальной аэробной скорости. Она является отличным индикатором для дальнейшего планирования тренировочного процесса игроков. You know, the Bronco test, if you have a very good player, will take about 4.5 minutes. Если вы берете прям... player, 6 minutes. Если вы берете очень хорошего игрока, то у него оценка за тест Бронко будет примерно 4,5 минуты, а плохой игрок 6 минут. So it's relatively short. Поэтому данный тест достаточно короткий. You can get a whole squad of players done in 25 minutes. Вы можете протестировать весь свой состав команды за там 25 минут. Okay. On the other hand, the yo-yo, it's very difficult to do if you don't have an inside area. С другой стороны, его очень тяжело выполнить, если у вас нет никакого закрытого крытого помещения, тренировочного зала. If you have good players, it can take more than 15 minutes to do. Если у вас очень хорошие игроки, то, соответственно, тест может занять больше, чем 15 минут. You need a sound system to play the timings of the test. So you have to have extra equipment as well as the measuring tape and cones. Вам нужна некая звуковая система для воспроизведения этих звуковых сигналов, а также измерительная лента и конусы. And at the end of the day, if you're looking to estimate maximal aerobic speed to prescribe training for players. И если вам надо оценить, соответственно, максимальную аэробную скорость для того, чтобы в дальнейшем составить тренировочный план для игроков. The data you get back is not as accurate, it's not as good. И те данные, которые вы получаете по оценке этой максимальной аэробной скорости, не являются такими точными, как в Бронко. So, like I said, either of these tests are very applicable for measuring aerobic fitness in rugby players because we have comparative data to other nations and professional teams. Но в любом случае, оба этих теста хорошо подходят для того, чтобы оценить работоспособность игроков, и мы можем сравнивать эти данные, соответственно, со всеми прочими командами в мире. But for me, the Bronco has some advantages in terms of the data it produces and how easy it is to carry out. Но Бронко является предпочтительным просто за простоту того, как там его можно проводить. Okay. So, what is maximal aerobic speed? We will talk about this in depth when we come to our lecture on developing work capacity in rugby players. Что такое максимальная аэробная скорость? Мы вернемся к этой теме чуть попозже в прочих лекциях, когда мы будем говорить о физических качествах. Okay, so what maximal? If this is the velocity that a player is running, how quickly a player is running. Если по оси Y, соответственно, это скорость. Okay, and this is time. А по оси X у нас идет время. As we all know, when we run, we produce waste products. Как вы знаете, waste products as part of the work we are doing. Как вы знаете, когда мы бежим, то мы воспроизводим некий отходный материал, который скапливается в нашем теле. So, if we are running slowly or not working too hard, our body is able to break these waste products down or remetabolize these waste products as we're working,
so the concentrations never increase in our bloodstream. We don't know they're there. И если мы бежим достаточно медленно, то в нашем организме, соответственно, эти отходные продукты не успевают скапливаться. Наш организм их разбивает, растворяет, и они не попадают к нам в кровеносную систему. Мы не знаем, есть ли они. Okay, Они so на нас не влияют. at some point, these waste products will start to, we're working so hard that our body can no longer keep up with the amount of waste we're producing, and these products will start to build up in our bloodstream. Но если мы очень тяжело работаем, если мы очень быстро бежим, то в какой-то момент наш организм не справляется с разложением данных отходных продуктов. Они начинают скапливаться. Once these products start to build up, unless we stop or slow our work rate down, we are going to fatigue. We are going to run out of the ability to work. Ну и как только, соответственно, они начинают раскладываться внутри нашего организма, и приходит усталость. Нам становится тяжелее выполнять ту работу, тяжелее быстро бежать. Okay, so if we look at all of these runs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 runs. Если мы посмотрим на вот эти вот количество пробежек, соответственно, которые у нас есть, вот на эти 7 последних. Okay, they're all utilizing maximum oxygen uptake. The body is utilizing as much oxygen uptake as it can in all of these runs. Они все используют максимальное количество кислорода. But in these, with the red, we're actually building up waste products. We're actually increasing the concentration of waste products in our bloodstream exponentially. Мы по экспоненте увеличиваем количество отходных материалов, которые содержатся в нашей крови. At this point, we're running as fast as we can. Okay. Вот в данный самый момент мы начинаем бежать как можно быстрее, как мы можем, without that rapid increase in waste products. не увеличивая количество отходных продуктов в нашей крови. This is our maximum aerobic speed. Это и есть наша вот максимальная аэробная скорость. Okay, so the definition is it's the lowest speed at which maximal oxygen uptake occurs. Определением является, что максимальная аэробная скорость – это самая низкая скорость, на которой происходит максимальное потребление кислорода. Okay, and we know that we can prescribe training loads to players at this speed. Мы знаем, к примеру, что мы можем составлять наш тренировочный план на этой самой скорости. That number one, improve aerobic fitness very quickly. Прежде всего, она будет увеличивать, такие тренировки будут увеличивать нашу работоспособность аэробную. Okay, and maybe more importantly, because many running speeds will improve aerobic fitness, are very easy to recover from. Но и самое главное, потом восстановиться после таких тренировок достаточно легко. Огромное количество тренировок так или иначе используют максимальную аэробную скорость. And what we know from research is that the greater the demands of a sport for running, the higher the sports person's maximum aerobic speeds will be. И опять же, что мы знаем там из исследований, которые были опубликованы за рубежом, что чем больше беговые требования в том или ином виде спорта, тем выше требования, соответственно, к спортсменам с точки зрения их максимальной аэробной скорости. So the needs for the MAS requirements for sevens rugby players will be higher than that for 15s. К примеру, требования к максимальной аэробной скорости у игроков в семерке будут выше, чем требования к игрокам в регби 15. Okay, and then if we looked at soccer, because soccer has more running again, the MAS needs for soccer players will need to be higher again. И если мы возьмем, там, к примеру, футбол, то там требования к максимальной аэробной скорости будут еще выше, потому что там намного больше бега. Okay, so we know that there's a band of MAS requirements for each sport. Мы знаем, что у нас есть ряд требований к максимальной аэробной скорости в разных видах спорта. And exceeding those bands won't necessarily make you a better player. Но увеличение этих требований не обязательно сделает вас игроком лучше. So for a second row, for example, to get the MAS abilities of a seven-a-side player.
К примеру, если вы для своего игрока второй линии доведете там его требования к максимальной аэробной скорости сопоставимо с игроком в семерку, he would have to focus a large quantity of his time, effort, and body's recovery abilities at training aerobically. то ему придется потратить огромное количество сил и тренировочного времени для развития там, аэробных качеств его организма. So it would take away from his other training needs. И данная тренировка заберет время у него от других тренировок, которые ему требуется выполнять. And he'd likely be very fit aerobically, but poor elsewhere. И, скорее всего, он будет очень хорошо физически подготовлен с этой точки зрения, но он будет недостаточно хорош во всех остальных областях игры. Okay, there's a nice Hungarian proverb, if you understand. It's not possible to ride two horses with one ass. Yeah? Есть отличная венгерская поговорка. Невозможно ехать на двух лошадях при помощи одной задницы. Okay. And this applies to many physical qualities in rugby. И данная поговорка отлично подходит к большинству физических качеств в регби. Okay, so if for example the normative bench press for your position is 150 kilos. К примеру, если норматив жима лежа команды соперников, против которого вы будете играть, 150 килограмм, bench pressing 220 kilos might make you a better player, but the effort you spend doing it ensures that other qualities are left behind. Норматив в 220 килограмм жим лежа, безусловно, может сделать вас лучше игроком, но силы, которые вы потратите на выполнение данного норматива, заберет у вас время тренировочное и силы от других областей игры. Okay. So how do we calculate the MAS from a bronco test? Как мы рассчитываем максимальную аэробную скорость на основе теста Бронко? Okay. So what we know is the mathematical equation for speed is simple. It's distance run divided by time taken. К примеру, одна из простейших формул, которую мы знаем, это скорость, это дистанция, деленная на время, за которой данная дистанция была преодолена. The problem is, in a bronco test, players have to slow down and turn. Проблема в тесте Бронко в том, что в какой-то момент они должны замедляться и поворачиваться. So that makes the time of the Bronco a little slower than if they were doing a 1200-meter run around the track or in a straight line. Что делает игроков медленнее при сдаче теста Бронко, в отличие от бега там, на 200 метров вокруг стадиона или по прямой линии. Okay, so what we do is we allow 1 second for every turn. И что мы делаем? Мы допускаем, что они будут медленные, мы добавляем 1 секунду к каждому повороту, который у них есть. Okay, there are 29 changes of direction in the Bronco test. В тесте Бронко 29 смен вектора направления. Okay, so we take 29 seconds off each player's time. Поэтому мы берем просто и отнимаем 29 секунд от времени каждого игрока. Okay, so we obviously want the time to be in meters per second. So we need the Bronco meters. We need time in seconds rather than in minutes and seconds. Естественно, мы должны мерить время в секундах, потому что скорость у нас высчитывается в метрах в секундах. Okay, so 4 minutes 45, 285 seconds minus 29. Вот смотрите, к примеру, 4 минуты 45 секунд, это будет, соответственно, 285 секунд минус 29. Okay, it was 1200 divided by 256. 1200 метров, деленное на 256 секунд. Ignore this, that's a mistake, sorry. Не обращайте внимания на это ошибка. Okay, gives us 4.7 meters per second. Дает нам результат 4,7 метров в секунду. Okay, and we will talk maybe in the next lecture or the lecture after, depending on the order, about how we use this velocity to prescribe very individualized trainings for players.
На следующей или, наверное, после следующей лекции мы будем с вами разговаривать, как использовать вот эти вот полученные данные, к примеру, данные на максимальной аэробной скорости для индивидуализированного, очень индивидуализированного плана подготовки того или иного игрока. Okay, but as long as we understand how to calculate it from this video, that's fine. You don't need to Но know any more. если мы сегодня поймем, как высчитывать оценку этих физических качеств сегодняшнего видео, это будет отлично. Okay, okay, and I have included here some, for those who speak English or want to translate, a site that will give you a better understanding of maximum aerobic speed if you want to go into it further. А также у меня в презентации есть, соответственно, ссылка на сайт, в котором, если вы говорите по-английски или хотите просто перевести данный материал, является хорошее объяснение до максимальной аэробной скорости. Okay, I have noticed that if you click on some of these links, they won't take you to the site. But if you copy and paste them into your internet browser, then they will. Порой они не работают как гиперссылка, вот здесь вот указанные в презентации, соответственно, гиперссылки. Поэтому, если что, вы всегда можете просто скопировать и вставить в браузер. Okay. Here we have some Bronco standards. Вот у нас есть определенные стандарты. Okay, для now, сдачи там Бронко. like I said, these are the easiest physical qualities to develop, or work rate is the easiest, aerobic capacity, sorry, is the easiest physical capacity to develop in rugby players. Как я уже сказал, аэробная работоспособность – это один из самых простейших физических качеств, которые можно развить там у рugbyиста. You know, and as such, we had no issues going to the World Cup with players running these times. И на самом деле у нас нет никаких проблем в том, чтобы ехать на Кубок мира с игроками, которые выполняют Бронко за данное время. There were players in every position hitting these times without an issue. Так что это был не вопрос. У нас все сдавали именно Okay. так. Mark, there was a question in chat. Go on. Mark, tell please. And does he think if we run 20 segments on 60 meters and we will receive the same 1,200 meters, but the result of maximal aerobic speed will be another. It turns out that the result will depend directly on a segment and not absolutely adequate. Oh, I don't understand that. Where's that come from? Yeah. Никита, повторите, пожалуйста, вопрос. Like the speed will be if we run 20 times 60 meters and we calculated it with the turns, so we would have what? Would we have 19 turns? So Да, к примеру, мы пробежим 20 отрезков по 60 метров, у нас будет, соответственно, меньше поворотов, там будет 19 поворотов. Then we would have very close, if not very similar, to the same result. I've never seen the data, so I couldn't comment. Ну и после того, как мы засунем все эти данные в ту же самую формулу, там, отнимем эти секунды, то, наверное, у нас будут получаться примерно те же самые результаты. Я никогда не видел данные по сдаче теста вот именно в таком примере. But what I do know is that calculating MAS from the Bronco has been shown to provide an MAS that is accurate for training and improving players' ability to work on the field as well as their aerobic capacity. Но что я точно видел, что полученные данные в тесте Бронко, данные по максимальной аэробной скорости помогают игрокам становиться лучше и улучшать их, соответственно, аэробную работоспособность на поле. And that Bronco data, if we have enough rugby players with enough results to carry out a statistical analysis, Bronco results will be related to the amount of work they do on the field and the amount of running they do on the field. И если у нас будет на самом деле большая база данных по сданным тестам Бронко на регбистов в стране, то, скорее всего, эти данные будут коррелироваться и с количеством выполняемой работы на поле. And we have to go back to one of our first points as well, which is that
an important fact to remember, we're field testing in rugby. We're not doing laboratory testing, we're field testing. И опять же, возвращаясь там к предыдущим слайдам, нужно еще раз напомнить, что все наши тесты – это тесты на поле, это тесты в реальных условиях, а не в лаборатории. So sometimes we won't use the best tests. Maybe 20 times 60 meters is a better measure of MAS. И порой мы не используем самые лучшие тесты, которые у нас есть. Возможно, 20 раз по 60 метров является более правильным тестом. But the difference between them will be very small. Но разница между вот двумя видами проведения данных там нормативов крайне малы. The Bronco offers one huge advantage. И Бронко предоставляет нам одно огромное, соответственно, преимущество. I know what Bowden Barrett does a Bronco in. I know what the South African team do a Bronco in. I don't know what they do 20 times 60 meters. So I cannot make a comparison, and I cannot make decisions about whether Russia are good enough in this area. И этим огромным преимуществом является то, что я знаю, как бегут тест Бронко, там лучшие сборные мира, южноафриканцы, новые зеландцы, но я не знаю, как они бегут 20 раз по 60. So sometimes we have to understand that we may not choose the most physiological, accurate test for that particular fitness component. Я не говорю о том, что мы порой выбираем самый лучший с точки зрения физиологии тест для тестирования того или иного компонента. We pick one that will cover many areas for us and spectrums and allow us to understand as much about our players in comparison to the rest of the world as possible. Мы берем все-таки те тесты, которые позволяют нам узнать наших игроков лучше со всех сторон в разных физических качествах и сравнить с другими игроками из другого мира. If we really wanted to know, if all we cared about was a very accurate maximal aerobic speed, we would send the players to laboratories, have them run on treadmills with oxygen masks on their face, with Douglas bags connected in, so we can do gas analysis and really understand. Да, для того, чтобы провести эти тесты наилучшим образом, безусловно, нам нужно посылать наших игроков в лабораторию, чтобы они бежали на эти отрезки на беговой дорожке с масками кислородными, с мешками Дугласа, с газоанализатором и так далее. So, but that would be of no use to me unless every other team in the world were doing it and I understood what their data said. Поэтому мы используем все-таки те самые тесты, которые мы можем просто взять и сравнить с другими игроками для того, чтобы осознать, там, каково. Это является ответом на ваш вопрос? I hope so. Okay. I hope so. Yeah. Yeah. Okay. So look, here's a great example. We're going to go on to talk about maximal strength. А теперь мы с вами поговорим, господа, о максимальной силе. Let's be honest, we're going to talk about squats, as using a squat to measure maximal strength. Безусловно, мы, конечно же, будем говорить в том числе о приседаниях, чтобы оценить максимальную силу. Squat is not a good measure of maximal strength. Но приседания со штангой не являются хорошим тестом для оценки максимальной силы. Too much technique, too much skill involved. Там в выполнении данного упражнения слишком много навыка, слишком много техники. If I wanted to test accurately maximal aerobic strength, I would use a force platform and do a maximal isometric pull and take the results out of a computer. Если бы я хотел оценить там максимальную силу абсолютно точно, то я бы там использовал бы силовую платформу с шестом, который подсоединен на компьютеру и так далее. So, but it offers me no advantages in prescribing training percentages to my players. It offers me no comparison with the rest of the world. So I have to take a suboptimal measure and utilize that as best as I can. Да, но эта силовая платформа не дает мне преимущества с точки зрения оценки игроков со всем остальным миром. Поэтому приходится выбирать субоптимальный, неоптимальный метод оценки максимальной силы. And this is the difference between being a sports coach and a sports scientist. И это огромная есть разница между работой спортивного тренера и спортивного ученого. Okay.
So look, 3 tests I use for testing maximal strength. Вот вы видите на картинке, соответственно, 3 теста, которые я использую для оценки максимальной силы. Bench press, Жим лежа, back squat, приседание со штангой and supported row. и тяга с упором. And again, are these the best tests? Maybe, maybe not. И снова вопрос, как бы являются это самыми лучшими тестами и нормативами? Может быть, а может быть и нет. But I know how much elite rugby players bench press. I know how much elite rugby players back squat, and I know how much they row. So they tend to be good tests. Но, опять же, я знаю, как много жмут лежа, приседают со штангой и тянут с упором самые лучшие игроки мира. И я могу это дело сравнивать. And again, these are 3 very common lifts used in training programs. И это как раз те самых 3 самых распространенных жима в тренировочных программах. Testing these lifts gives me the basis to have good prescription for my training plans. И полученные данные из этих жимов дают мне отличную основу для моих дальнейших тренировочных планов. Okay, so just some thoughts on back squatting. А теперь просто парочку мыслей про приседание со штангой на спине. Okay, I know this is a front squat. Я знаю, что на картинке у нас там передний хват. When I looked at the picture. Ну ладно, я просто не надел очки, когда выбирал данную картинку. Okay, so look, I test my squat to a bench. Players touch a bench that is 44 centimeters in depth. Когда я прошу приседать со штангой своих игроков, я это выполняю с лавкой или со стулом, который высотой 44 сантиметра. Why do I do this? Почему я это делаю? Because I know that every single squat that every single player does is to the same depth. Для того, чтобы осознать, что каждый игрок, выполняющий приседание со штангой, выполняет каждый свой присед со штангой на нужную мне глубину, на одинаковую. So the easiest way to improve your squat weight is not squat as deep. И для того, чтобы исправить наше приседание со штангой, улучшить результаты, не присаживаться слишком глубоко. Okay, so this ensures that I'm measuring the same squat every time I measure a player's squat. Плюс это помогает мне оценивать всех игроков и каждое их приседание одинаково, потому что они все приседают на одинаковую глубину. You know, and I also realize before somebody asks the question that this is a lot more difficult for a 2 meter second row than it is for a 1 meter 80 centimeter center. И предвосхищая вопрос, я прекрасно понимаю, что с точки зрения техники для какого-нибудь 2 с лишним метра второлинейца выполнять данное упражнение в разы сложнее, чем для 180-метрового центра. I don't care. Мне все равно. I don't want to compare my second rows to my centers. I only want to compare my centers to my centers and other centers across the world. And this is a common occurrence, certainly in the UK and Ireland, for the data, and it ensures we have repeatable data sets. Вот. Но проблема в том, что я не собираюсь сравнивать своих второлинейцев с центрами внутри своей собственной команды. Я и этим не занимаюсь. Я сравниваю своих второлинейцев со второлинейцами по всему миру. И центров с центрами по всему миру и с центрами внутри своей собственной команды. Для этого нам нужны данные, повторяющиеся наборы данных, которые мы можем постоянно смотреть. This doesn't mean that I train to a box. Maybe when they train, they don't use a box. Sometimes they do, sometimes they don't, but it means that I always test to a box. Вот. Это не означает, что мы непосредственно в тренировочном процессе постоянно используем вот эту вот коробку или там лавку. Порой используем, порой не используем, но когда тестируем, всегда используем. Okay, and I've just put in here. So what I've done is put in the data from elite players sitting onto or touching a 44 centimeter box. И вот тут вы можете видеть на таблице, соответственно, показатели элитных игроков при сдаче данного теста, приседая до лавки. And then, what So that's in kilos, right? Yes, kilograms. Да, это килограммы, соответственно. Yeah. So what we have here then are the abilities of young players.
Также вот мы здесь можем увидеть физические возможности молодых игроков. Okay, and the normative values. What you'd expect a prop to do at 15, 16. Okay. Ну и также нормативы. Что мы ждем от нашего столба в 15 лет, в 16 лет, в 17 лет и так далее. And obviously realizing that a 17-year-old prop in some cases is really 19 years of age biologically and 15 years of age. So we're going to have some crossover in terms of these results, but people who coach young athletes will understand that. Опять же, но вы должны помнить, что существует там проблема относительного возраста, что существует биологический возраст, и порой 17-летний может быть на деле 19-летним или 15-летним, но это понимают все те тренеры, которые работают с молодежью, что такое там биологический возраст и взросление. Okay, bench press. Look, actually, one of my happiest moments in Russia was seeing how good people's bench press technique was when we were testing. Жим лежа. И, наверное, мой самым счастливым и прекрасным моментом в России было то, как жмут лежа игроки в России. Yeah, generally people in the UK and the rest of the world are terrible at bench press. And when I say terrible, it means they try to cheat or get as much weight up as possible rather than hold good technique. Хотя на деле во всем мире, в частности там в Соединенном Королевстве, Великобритании, люди отвратительно выполняют жим лежа. Когда я говорю отвратительно, я имею в виду, что они пытаются наврать, взять как можно больше веса и технически неправильно выполнять данный тест. Look, some people out there may be saying, why is he telling us all this information? We know this. Кто-то из сидящих здесь может сказать, зачем вы все это нам рассказываете, я это и так знал. But when we have all of our data coming in, we need to ensure that every person does the testing in the same way. Но, еще раз, для того, чтобы убедиться, что к нам приходят данные, нам нужно понимать, что каждый человек, заполучающий эти данные, собирающий эти данные, собирает их в едином ключе, одинаково. So it's for that reason. Look, good technique. Our upper back and hips must remain on the bench, or our arse, our glutes, whatever you want to call it. Yes. Вернемся там к жиму лежа, соответственно, хорошая техника. Для хорошей техники нам нужно делать так, чтобы спина и бедра оставались на скамье. As soon as the player starts bouncing the bar off his chest, he's finished. И как только у нас игрок начинает вот отбивать штангу от груди, все, надо заканчивать тест. Okay. And you have some standards for elite players down to 15 years of age, so we can start to understand the development of players. Опять же, вот вы можете увидеть стандарты и нормативы для элитных игроков и для игроков, там, начиная с 15 лет в жиме лежа. Look, so we want players, and this isn't only for bench press, this is for all our physical abilities, coming into our 18s age group able to do these results. Ну и на самом деле вот это мы хотим не только по жиму лежа, но и по всем остальным нашим физическим качествам, чтобы к 18 годам вот люди достигали этих показателей. Our 20s achieving these results. И чтобы наши 20-летние достигали вот этих результатов. Okay. What we're actually finding is that our 20s are around about 2 years behind the rest of the world in their development. So these would tend to be the results for our 20s, and these would tend to be the results for our 18s. Но то, что мы видим прямо сейчас, это то, что наши игроки отстают в развитии на пару лет от игроков в других странах мира. В итоге наши там 20-летние игроки показывают результаты 18-летних, а 18-летние наши игроки показывают результаты 16-летних по всему миру. Okay. Okay. Supported rows. Тяга с упором. Okay, it's really important that we have long arms at the start, straight arms, no bend in the elbows at the start of the pull. Ну, прежде всего, нам нужно понимать, что игроки там наши должны, руки наши у игроков должны быть выпрямлены, они не должны сгибаться там в локтях. We have a pronated grip, so that means our hands aren't facing back towards us, our fists are facing forward on the row. Пронированный хват, что означает, что у нас там костяшки пальцев, соответственно, должны быть направлены вверх, а не вниз. Okay, and the bar has to touch the underside of the bench to complete the rep.
И штанга должна касаться лавки с другой стороны. Simple. Here we have standards again, И вот у нас вот есть опять стандарты. which I'm sure the standards are the most useful information people will get out of this. Я уверен, что вот эти стандарты являются самой важной для вас информацией, самой полезной. Now, do you have to test one repetition max? Do you have to actually test their full ability on each lift? И вот он важный вопрос. Должны ли мы тестировать наш тест на максимальной силе? Okay, I don't think it's necessary. Я считаю, что это не обязательно. We can calculate very accurately what a player would lift from a 3-rep maximum, or a 4-rep maximum, or a 2-rep maximum, or a 5-rep maximum, whichever. Мы можем очень точно высчитать при помощи формулы, сколько игрок выжмет, соответственно, 2, 3, 4, 5 раз. Okay. На максимум. Again, there are many formulas that people use to do this. Есть огромное количество различных формул, как это люди, соответственно, высчитывают. Okay, and this is the most accurate that I found. А это вот одна из самых точных, которых я смог найти. Like, it's the number of kilograms he lifts in the test. Соответственно, у нас есть килограммы, которые он поднимает внутри теста. Divided by 1.0278 minus 0.0278 times the number of reps that's been lifted. Соответственно, килограммы, разделенные на 1.0278 минус 0.0278, умноженное на количество повторений, которые он смог это дело поднять. Okay, and here's an example. If somebody does a 100-kilogram bench press for 5 reps. Ну, вот разберем, к примеру, пример. Если у нас есть какой-нибудь игрок, кто-нибудь, кто жмет 5 раз 100 килограмм жим лежа. Okay, we can go through the calculations and we have 112.5 kilogram maximum. Мы берем, прокатываем все это дело через формулу и видим, что его там максимальный размер, максимальный вес составляет 112,5 килограмм. Okay, and do you know, this is going to go back again. Do you know what? Maybe the player can really lift 110 kilos or he can lift 115 kilos. I don't know. Да, мы не очень на самом деле знаем, может ли он поднять 112,5 или 115 килограмм. But this is accurate enough. It gives us the information we need to assess our strength levels. Но это достаточно точная информация, чтобы я смог оценить наш уровень там, силы максимальной наших игроков. And also the information we need to accurately prescribe weights for our players. И это дает нам информацию для того, чтобы с большей точностью составить план тренировки нашим игрокам. One thing I have noted over the years when setting up training schedules or regimes for players is that it's always useful to test the players at the start of the training cycle with the rep range or close to the rep range that you're going to utilize in that cycle. So if you intend doing sets and reps of, if you intend doing sets of 5 reps, test a 5-rep maximum. If you're going to do 8 reps, test an 8-rep maximum. If you're going to do 3 reps, test a 3-rep maximum to set up your cycle. Опять же, из моего личного опыта предлагаю вам тестировать в начале тренировочного цикла то, что вы будете, в принципе, тренировать или близко к тому. Если вы собираетесь в дальнейшем тренироваться там, на 5 повторений, либо на 8 повторений, то и тестируйте, соответственно, на данный размер. Okay. All right. Let's move on. Acceleration. Speed up. Давайте продолжим. Ускорение. Okay. Very important quality in rugby. Очень важное физическое качество в регби. Okay. Your ability to reach maximum velocities really quickly is a big separator between players. Это способность достичь своей максимальной скорости за минимально короткое время, и данное физическое качество разделяет хороших игроков от отличных игроков. We will talk about how to do it in later lectures. How to test it? Yeah, or how to develop it in later How to develop it. Да. Как развивать скорость и ускорение, соответственно, мы будем говорить на следующих наших лекциях. But we're going to place it in with speed today because we use the same test to test both qualities. Вот. Но тест для оценки ускорения и скорости мы используем один и тот же, поэтому мы их совместим вместе сейчас. Okay, so when we're testing sprint speed, we look at, or when we're testing speed and acceleration, we look at
a 10-meter time and a 30 or a 40-meter time. Когда мы тестируем ускорение нашу и скорость, мы оцениваем спринт на 10 метров и 30 либо 40 метров. Okay, so most nations around the world use 10 meters. Большинство стран мира национальных сборных используют 10 метров. Some use 30 and some use 40 for speed. Для оценки ускорения. А для оценки скорости используют кто-то 30 метров, кто-то 40 метров. So we can have a choice because we have lots of data to compare to. И поэтому у нас есть на самом деле тут свой собственный выбор, потому что у нас достаточно данных для того, чтобы сравнивать. Okay. Nobody does 60 meters, nobody does 80 meters, nobody does 100 meters. So но при этом помните, что никто не оценивает 60 метров, 80 метров, 100 метров. Yeah, so they're of no use because we can't compare them. Поэтому они не имеют никакого смысла, потому что мы их не можем ни с кем сравнивать. I think it's really important that if you can use an electronic timing to do these. Было бы отлично, если вы могли бы использовать некий электронный таймер для оценки этого дела. It's not possible to do them with a normal watch. It's not possible. Невозможно это дело оценить при помощи обычных часов. What we will talk about is maybe a method of using the phone that's not as accurate as speed gates, but provides some ideas of speed. О чем мы с вами сегодня еще также поговорим, о том, что вы можете использовать свой собственный смартфон для оценки ускорения и скорости. Да, это не такая точная вещь, как, к примеру, скоростные ворота. Okay, we won't talk too much about the timing gates because nobody has them. Just one question, Mark. Yeah. There is a question from Andrei. What speed gates do you use? What the ranges of their cost and where to buy them? Right, they're very expensive. I bought speed gates for Russian rugby when I started, and I think they were around about 1,800 UK pounds. На самом деле электронные ворота – это очень дорогая штука, и когда мы только приехали в Россию и начали работать с игроками, мы купили такие одни ворота для национальной сборной, и они стоили 1800 фунтов стерлингов. Yeah, I have contacted a Spanish company. I contacted them Sunday, and they offer speed gates which look okay and have all the technical specifications for about 280 UK pounds. So I'm waiting to hear from the company about how long to delivery. I want some information on the quality, some studies they've done showing them. So then it may be that we can get speed gates more cheaply, but I'm working on it at the moment, or for less. В это воскресенье я связывался с одной испанской компанией, которая тоже делает скоростные ворота. Я у них пытался получить всю техническую спецификацию и так далее. И она соответствует, в принципе, скоростным воротам за 280 фунтов стерлингов. Но сейчас мне нужно получить больше информацию, как их оплачивать, как их, соответственно, привозить. Глядишь, я смогу вам дать ссылку на все это дело. Но он сейчас над этим работает. What we have here is our setups if we are using speed gates. We have our starting measure, our 10-meter acceleration, and then here we take in a time for either 30 or 40 meters, depending on what we're measuring. Вот как мы, в принципе, работаем с скоростными воротами. Вот у нас там они располагаются, соответственно, в отрезке на 10 метров для ускорения, 30 сантиметров для старта. The most important factor of this test is to make sure that the player's front foot on starting is at a line that is 30 centimeters before the first gate. Самая важная часть, которой мы должны утвердиться с точки зрения техники, когда мы работаем с скоростными воротами, что нога игрока, который бежит это дело, находится на расстоянии в 30 метров в 30 сантиметров от первых скоростных ворот. Big impact on results. Это имеет огромное влияние на финальный результат. Start closer, and the players will obviously be slower. Start further back, and they will be a lot faster. Начните ближе, и, естественно, игроки будут медленнее. Начните дальше, естественно, игроки будут быстрее. Okay, so I'm going to. This is an app called Runmatic.
Также хочу вам продемонстрировать парочку приложений на телефоне. Вот это вот приложение называется Runmatic. Okay, and it allows you to time sprints for players. Okay. И данное приложение помогает вам, соответственно, оценить время спринта. Now, I really quickly put a video together with my son in the gym last night. Вчера вечером я смог записать видео при помощи данного приложения своим сыном в тренировочном зале. So this is not the best video, but it'll give you an idea about how it's done. Это не самое лучшее видео, безусловно, но оно, по крайней мере, вам даст какое-то понимание того, как это делается. For some reason now, it's not showing me the... One moment. All right, let's move this. I'm going to have to try and unshare. Stop share. Меняет экран, господа, чтобы показать на своем телефоне. Zoom. Screen share. No. This is the one. Okay, can we see this, Alex? Yes, we can. Okay, so I just need to, how do I get rid of this so I can actually, okay, so here we have my iPhone screen. So what I've done is that I've actually filmed my son. Ну вот, наконец-то у меня получается показать вам свой телефон в нашей там этой видеоконференции. Так что же я сделал? Я заснял бег моего сына. And I've actually filmed him in slow motion. Я его заснял в slow motion. Because it gives more accurate sets. You get more frames per second, so you get a better piece of data to try and work it out on. Почему я так сделал? Потому что у нас больше кадров в секунду, что дает нам большую точность оценки времени. Then I've opened the app here. Вот у нас, соответственно, как выглядит логотип данного приложения. Мы заходим в приложение. And I've basically gone into the app and clicked onto the sprinting section here. Okay. Вот. Тыкаем на спринт. Now I'm doing this very quickly. So you can see what I've done is I've gone in, clicked it, and when it comes up, it offers me the option to look for contact times, to look for a stopwatch, to do many things. So I go into sprint here, and I'll actually click on timer. Еще раз, я записал это видео, соответственно, я записал это видео со своего телефона и показываю вам, как пользоваться этим приложением. Вы открываете это приложение, у вас там выдается возможность выбрать, соответственно, секундомер, который предоставляет дальше возможность оценивать либо бег, либо спринт. Вот мы выбираем спринт. Okay, it allows me to go into my phone and access my son sprinting here or running, doing a 5-meter sprint. Данное приложение позволяет нам зайти, соответственно, в галерею снимков нашего телефона. Я могу там совершенно спокойно выбрать какое-нибудь видео, на котором мой сын бежит. So then that allows me to import the video into the app. Приложение позволяет мне импортировать это видео в мое приложение. Now, like I said, I didn't have too much equipment in the gym, so I had to just set up something makeshift. Вот. У меня, соответственно, не очень много было различного оборудования в тренировочном зале, поэтому мне пришлось придумывать. So I've just used a box here. The edge of this box is my start point for 5 meters. Вот смотрите, соответственно, у меня есть коробка. Эта коробка, грань этой коробки является как раз стартовой линией. And further down here, there's a box which is 5 meters away, which is my finish line. И дальше там расположена еще одна коробка, которая является финишной линией. Okay, so now what I do is, this is I'm using as my speed gauge. So there's actually a point behind here, 30 centimeters behind for my son to start. And when his shin passes the edge of this box, that will be the equivalent of him passing the beam, starting on the beam of the speed gate. По сути, это замена как раз данных скоростных ворот.
они у меня тут имитируют эти скоростные ворота, и когда его там подбородок преодолеет, соответственно, линию вот этой вот коробки, это имитирует у нас эти самые там скоростные ворота с инфракрасными лучами, с лазерами. When it passes that, okay, I would hit the start time. That will start my stopwatch. Как только он пересечет подбородком эту линию, я нажму на кнопку «Старт». И тогда запустятся эти секундомер. By dragging this along, I can move the sprint quickly, and by hitting these, I can take it forward and backwards, one frame at a time. So to move quickly. Для того, чтобы быстро промотать этот спринт, я могу подвигать, соответственно, этот кружок, а при помощи стрелочек влево и вправо я смогу переходить по одному кадру по одному кадру. And then you'll see me, and then when he passes the line, I can hit split one, which will end it for me here. Как только он пересечет линию, я нажму на split one. You say chin, right? Pardon? You say chin when he crosses with the chin? No, with his shin. With the bottom of the leg. Yeah. Да, прошу прощения. Because this will be up to the speed gate. So I have heard that chin, not shin. Yeah. No. Shin. Yeah, what you see. Audio. Sorry. Да. Извините, да, голень. Like so. Now, you see how I'm looking at where the start is? Yeah, that's not. I'm looking now, and I'm crossing. Okay. So I'm doing. Вот вы видите, теперь, когда я вот двигаю там, соответственно, эти кадры, когда мне нажать на старт. And again here. И вот, как всегда, в самом конце, вот вы видите тоже по кадрам. Okay. И в этот самый момент я нажимаю на кнопку Split. Then 5 meters. Okay. 1.08 seconds. Он мне выдает результат. Okay. Now. Is that as good as speed gates? No. Является ли это приложение хорошей заменой скоростным воротам? Нет. But when you practice, you can get very repeat. You can practice. You can take one sprint, practice, and you'll find that you can get almost identical times every time. Но чем больше вы будете заниматься с данным приложением, больше его тестировать, вы увидите, что вы будете получать одно и то же время. Один и тот же спринт прогоняйте, и вы поймете это. Okay, so you can actually have good times, and it will suffice for where we are. In an ideal world, we'd all have speed gates, but we don't, so we have to find other methodologies. Вот. И на деле, используя вот таких приложений, нам подойдет в мире, где у нас там недостаточно денег либо возможности купить скоростные ворота. Okay, взрывная сила. Okay, explosive strength. All right. So взрывная сила. What is explosive strength? Что такое взрывная сила? Okay, it's simply the time. It's simply the ability to reach high levels of force very quickly. На деле взрывная сила – это очень просто. Это минимальное время, за которое мы можем достичь максимальной силы. Okay, so what we have here is a force curve for an individual. Что у нас тут есть? Это вот кривая силы какого-то человека. And it shows here we have how much force they apply into a bar, a person, anything, an external object. Yes. По оси Y у нас, соответственно, сила, которую прикладывает игрок, человек, кто угодно, к какому угодно внешнему объекту, будь то там та же самая штанга. Here we have time. А по оси X у нас идет время в миллисекундах. So it takes people around somewhere about 0.3 seconds to reach levels of maximal strength, to achieve their maximal abilities. Для большинства людей занимает примерно 0,3 секунды для того, чтобы достичь максимальной силы. Okay, most explosive movements in sport take place in under 200 milliseconds, 0.2 seconds. Но проблема в том, что в большинстве видов спорта взрывная сила работает где-то в отрезке до 0,2 секунд. Okay, so we need to have the ability to make
So what counts is rather than how much your maximum force is, how much force you can produce in short time frames. Поэтому не так важна максимальная сила, которую может воспроизвести, а за какую скорость он может это произвести. And this is why we see many players who are very strong, but are not fast, do not move well on the field, do not perform actions in powerful ways. Но и в итоге это все приводит к тому, что да, мы видели сильных игроков, у которых очень высокая максимальная сила, но при этом они не могут воспроизводить их на поле, выполнять данные действия достаточно быстро, воспроизводить эту максимальную силу быстро. They will do very heavy, slow training. Они просто занимаются какой-то очень тяжелой тренировкой. Or even worse, bodybuilding training. Или, что еще хуже, занимаются бодибилдингом. Which makes them stronger, but has no impact on how quickly they produce that force. Что, безусловно, делает их сильнее, но не имеет никакого влияния на то, насколько быстро они могут воспроизводить данную силу. Okay, so we want to make players explosive. In an ideal world, they would get stronger, but it doesn't matter if they do. What matters more is that they produce more force in less time. Но и нас, естественно, больше всего интересует, какое количество сил может воспроизвести человек за минимально короткое время. Okay, now, how do we measure explosive strength? Normally, you would use some expensive equipment, a force platform. Как мы оцениваем взрывную силу? Обычно мы можем использовать какое-нибудь очень дорогое оборудование, типа силовой платформы. But there's an app which has been verified by 2 or 3 scientific papers called MyJump2. Но также существует одно приложение, которое было признано очень точным, очень хорошим в нескольких исследовательских работах. MyJump2, MyJump2. Which allows you to estimate explosive strength or power outputs from videos of squat jumps. Которая позволяет вам оценить взрывную силу из видео выпрыгиваний. Okay, we don't need to talk about this slide because we're not going to use force platforms. Мы не будем говорить об этом слайде, потому что мы не будем использовать силовую платформу. Okay, so here you have a tutorial for the use of MyJump2. Вот здесь вы видите ссылки, соответственно, на приложение и на туториал, на обучение данному приложению на YouTube. Можно ткнуть на эти ссылки. Okay, these are links to the apps. You have the same link in Apple and Apple, Android. And tutorial, yes. Yeah, sorry, I will change that. That's a mistake. I will look. Извините, мы поменяем вам ссылки, чтобы вы могли на них совершенно спокойно ткнуть. Yeah, I'm sure that was okay. I think that must have been you when you translated it. Probably. Okay, look, you need some information for MyJump2. Нам нужна информация для приложения MyJump2. You need the length of a player's leg. Вам потребуется длина ноги в сантиметрах человека. Okay, from the trochanter of the leg, so from where the femur enters the hip, that big lumpy bone you can feel on the side of your leg. Вот, соответственно, длина ноги от места, где бедренная кость входит в тазобедренный сустав до большого пальца стопы. Okay, and the big toe with their foot fully extended. Да, ну, соответственно, до большого пальца стопы. Okay, you also need their height at 90 degrees. Также вам потребуется высота приседания при 90 градусах. Okay, so this is where they squat to, this is where they dip when they jump, and the app uses this in the calculations. Данные приложение использует для расчета своих оценок. Now, there's been an update to the app since I wrote this presentation. Данное приложение обновилось с тех самых пор, пока я писал эту презентацию. You no longer have to take 4 different weights. Вам больше не надо выполнять 4 различных веса. It works on 2 weights. Он теперь работает просто с 2 весами. Okay, so I will show you a quick video of how that works on the phone. Также я вам покажу коротенькое видео, как, соответственно, пользоваться данным приложением на телефоне.
You have that, Alex? Yes. Okay, so same thing. I've already taken the videos of my son doing the jumps in the gym, and I've come home and analyzed them. Я, соответственно, заснял видео, опять же, с сыном, как он делает выпрыгивание, потом пришел домой и проанализировал их. You can do this in the gym live, but you have to wait 2 minutes between reps. So I think it's easier to film lots of players and do them later on. Безусловно, вы можете делать это в режиме онлайн, то есть прям при игроках, но дело в том, что между там подходами вы должны 2 минуты, соответственно, там ждать, поэтому лучше заснять сразу всех игроков. Same process. I've gone in, opened the app. I'm now going to go and hit this here, which is the force velocity profile. Okay, which is I can do all of these things with it. Я вот все перечисленное я могу делать при помощи данного приложения. Okay, so I'm going to go into force velocity profile, this one here with the squat jump on. Okay, I'm going to select the user, pick my son, gone back through, I'm back in force velocity profile. It's going to be it's a counter movement jump, okay, which means that I'm moving up and down, not starting from one place. And once again, counter movement jump. Counter movement jump. It means that I haven't stopped at the bottom of the squat. I'm going down and straight back out. Соответственно, мы выполняем сейчас упражнение, которое идет без остановки, то есть мы приседаем со штангой и возвращаемся обратно, приседаем, возвращаемся обратно без остановки. Okay. Now you can see here, like I've taken 4 videos of him because I didn't realize that I only needed 2. Я заснял 4 раза своего сына, потому что не знал, что приложение обновило, что мне потребуется всего 2. And to get good results at this, you need to use videos, or you need to use jumps that have the biggest spectrum of difference in weight on the bar. Когда вы используете данное упражнение, вам нужно использовать различные веса, чтобы дать больший спектр этой самой взрывной силы. So I had 4 jumps here. I had 0 kilos. Соответственно, у меня вот тут вот 4 различных веса. 0 килограмм. 35 kilograms. 35 килограмм. 45 kilograms and 65 kilograms. 45 и 65 килограмм. So for the purpose of this, I've selected the one with 0 and 65. Вот сейчас вот, соответственно, для того, чтобы понять, как работает приложение, выберем 0 и 65. Okay. Import the video. Here it is. Now look, it's the same process. I'm trying to understand when his feet leave the floor and when they land. Мы пытаемся понять несколько вещей, когда вот просматриваем там данное видео, когда его ноги приподнимаются, опускаются. And the phone then calculates how long he's off the floor. И дальше приложение, соответственно, рассчитывает, сколько человек находится не на полу. Tells me how high he jumps and it can estimate the power output. Как высоко вот он выпрыгивает и насколько тут много силы. So here I have a button to hit when he takes off from the floor and a button to hit when he lands. Соответственно, у нас есть 2 кнопки, которые мы должны нажать, когда там он приподнимается с земли, когда стопа опускается назад. And I have 2 buttons to go backwards and forwards. И также у нас есть 2 кнопки, которые помогают нам также раскадрировать видео. So here I'm trying to find where he leaves the floor, decided on it. Now I'm going through, watching his height as he's going up. I'm going through it like 1 frame at a time here. Как вы видите, я просто проматываю по одному кадру в секунду, Trying to find where he lands. Чтобы найти то место, где он приземляется. Okay, I have enter load 0. Я ввожу, соответственно, нагрузку, 45. вес. So if I go back, gives me the jump height. Okay. Он нам выдает, соответственно, высоту выпрыгивания в сантиметрах. Okay. Now I'm just going to skip this here because I'm going to go in and pull another video in straight away. Look, so I go in, take the second video in. Я пропускаю, соответственно, эту вещь. Там было написано, для следующего теста нужно отдохнуть 2 минуты. Вот, а я просто загружаю следующее видео.
потому что мы это делаем не в режиме онлайн. Тот же самый процесс. Obviously not doing it very well. Must be tired, but I'm getting there now. Here we go. Feet touches the floor. Landing. Ну вот, снова касается здесь земли. Load. Приземляется. 65 kilos. Done. Okay. And it gives me this back. So it gives me a calculator. И, наконец-то, мне там предложение берет, выдает вот такой график. Okay. And this is my son's profile in red. Соответственно, профиль моего сына, вот он, красный. And this would be his ideal profile to be as explosive as possible. И потом он рисует идеальный профиль моего сына, если бы он был, если бы у него была, соответственно, очень хорошо развита взрывная сила. Okay, so it's giving me some other figures. Look, it's telling me that here that he has an imbalance of 51%. Также он дает еще нам ряд других цифр, как, к примеру, имбаланс. 51%. Yeah, if the imbalance is less than 100, okay, this is a percentage, it means that he needs to do maximal strength training as a direction. Once again, if it is less than 100. Less than 100%, so he's 51, so he's less than 100. Yes, his direction for training should be maximal strength work. Если цифра имбаланса меньше 100%, то, наверное, предпочтительным направлением тренировочного плана будет тренировка силы. And it's giving me if the imbalance was greater than 100%. Если бы имбаланс был больше, чем 100%. It means that he has a speed need. So the direction of training should be more about plyometrics, speed work, etc. То это бы показывало нам, что предпочтительным тренировочным планом было бы развитие скорости или там плеометрия и прочее. And here we have our power output in watts per kilogram. Вот. We have power output. Да, дальше у нас есть мощность, соответственно. Okay. Рассчитываемая в ваттах на килограмм. Yeah, per kilogram there. Okay. And that's really the figure that we can monitor as well as jump height to make sure that players are improving in terms of. И это как раз та самая цифра, за которой мы следим, чтобы понимать, улучшает ли свои физические качества игрок совместно с высотой выпрыгивания. Okay, so we're going now. We're getting there, guys. Okay, the important things are that you take the video front on. Важная часть. Мы снимаем видео фронтальной камерой, задней камерой, но вот okay, and here фронтально. We have what we spoke about. This is a player. Okay, this is I'll say one of our national players. We can see here power output. He has это, соответственно, график на одного из игроков нашей там национальной сборной. Вот вы видите эти, соответственно, его физические показатели. So if this was 100%, he'd be perfect. Very rarely happens. А если бы у него было 100%, это значит, что он идеально сбалансирован. Less than 100%, more force. Greater than 100%, more speed. Меньше 100%. Требуется больше силы, больше 100%, больше скорости. The bigger the difference, obviously, the bigger the requirement for that direction of training. И чем больше, соответственно, вот это вот размах, тем больше требуется выполнение там тренировок. Okay. На силу или на скорость. We're going to talk about plyometric ability, which blends in with power training and speed. Также мы сейчас поговорим про плеометрические способности, которые проходят совместно с силовой тренировкой. Okay. Now I'm sure that people are familiar with this, but basically, in most sports movements, we don't have a simple concentric or eccentric muscle contraction. Конечно, большинство из вас это знают, но все-таки нужно еще раз упомянуть, что в спорте многие движения полагаются на цикл растяжения-сокращения. Okay, what happens is we have a very fast muscle stretch.
Порой у нас происходит очень быстрое растяжение мышц. Okay, and immediately after that, it contracts concentrically. Okay, it takes place. И потом буквально через момент он сокращается концентрично. During the eccentric lengthening phase of the muscle, energy is stored in the tendon. Во время этого процесса энергия накапливается в сухожилиях. Okay, and that energy that's been stored in the tendon is reutilized in the second part of the movement. И потом эта энергия повторно используется в следующем движении. Okay, good athletes will have better stretch shortening cycles than poor athletes. Хорошие атлеты обладают более быстрым сокращением, вот циклом там, удлинения сокращения. There are many requirements for a good stretch shortening cycle, but two of them would be very strong muscle bodies and stiff tendons. И есть множество различных показателей для того, чтобы улучшить эти циклы растяжения сокращения. И одними из них, соответственно, сильные мышцы и хорошие сухожилия. Okay, so we're thinking here, look, here's somebody running. Вот смотрите, тут на этой картинке кто-то бежит. Okay, here's their foot striking the floor. Вот мы видим ногу, которая, соответственно, ударяется об землю. The tendon stretches. Okay. And then, сухожилие растягивается. Okay, and releases it in the second part of the movement. И потом во второй части движения, соответственно, высвобождает эту энергию. Okay, so sometimes we get athletes who can be explosive, but are still not too good at moving or sprinting. Порой мы можем видеть игрока, у которого отлично развита там взрывная сила, но он все еще двигается недостаточно хорошо. Okay, that's because they don't have good plyometric abilities. И это все потому, что у него недостаточные плеометрические способности. We can measure plyometric ability. We call it the reactive strength index. Мы можем это оценивать при помощи так называемого индекса реактивной силы. We step off a box and jump as high as possible when we hit the floor. Мы сшагиваем с коробки, не спрыгиваем, мы выпрыгиваем так высоко, насколько это возможно. Okay, and the reactive strength index is the ratio between time spent in the air on the jump and time spent on the floor producing force to develop the jump. И данный индекс высчитывается по формуле отношению времени в воздухе, поделенное на время, когда он находится на земле. Good athletes will have a high RSI, okay? They'll spend a long time in the air after spending very little time on the floor. У отличных спортсменов, соответственно, очень высокий данный индекс. Они много времени проводят в воздухе и мало на земле. Okay, and here we have standards. So what we essentially have here, for instance, is that good centers would spend 3 times longer in the air than they spent on the floor. Возьмем пример, вот опять же, стандартов, там элитных игроков. Элитный центр проводится в 3 раза больше времени в воздухе, чем на земле. Okay, and these are the figures from prop suckers, and we see how they would develop through the ages. Ну и, соответственно, мы видим вот цифры. No, elite, good, average, poor. So a poor prop will spend 1.5 times longer in the air than he does on the floor. И вот мы видим тут, соответственно, соотношение элитных игроков к другим игрокам. К примеру, там достаточно слабый столб будет проводить лишь в 1,5 раза больше времени в воздухе, чем на земле. Okay, we can do that with the MyJump2 app, and I'll just run through that really quickly again for you. И также индекс реактивной силы мы можем взять и рассчитать при помощи того же самого приложения MyJump2. So look, you have that again, Alex, yes? Okay, so we're just going to run through it quickly. Here, I'm going through the same process. I'm importing a video, but look, this time, it's a type of vertical jump I'm testing. Okay. В этот раз мы выбираем не force velocity profile, а мы выбираем вертикальный прыжок. Okay, so I've gone in, select the user. Выбираем, соответственно, пользователя. Select vertical jump. Выбираем вертикальный прыжок. Here we have different types of jumps we can do. We're going to do this. Тут мы видим различные виды прыжков, которые мы можем делать. Выбираем последний. DJ. How do you spell this? DJ. DEP
TH, depth, as in depth of water. So yeah. So depth jump, да. Прыжок с глубиной, глубинный прыжок. Okay, there's many words. You will have a Russian word for it. I don't know what it'll be. Specialist word. Okay, so we're going We will see. And so now look here. I'm going to select this video. You can see he's got a box. Вот смотрите, я снова заснял видео, выбираю видео. And I'm doing the same thing. I'm looking for contact time, take off, and then I'll be looking for landing again. Как вы видите, я снова выбираю данные вещи, там контакт, и в момент выпрыгивания we have to know the height of the bench. Мы должны знать, естественно, высоту нашей лавки. As well as the other information we put in earlier regarding length of the leg and. Так же, как и всю предыдущую информацию, которую мы забивали уже в приложении, как, к примеру, длина ноги. Okay, what's important is that we tell the athlete to step out, not down. Очень важно, чтобы мы сообщили нашему, соответственно, спортсмену, чтобы он сделал шаг вперед, не шаг вниз, а шаг вперед. And we give them instructions to jump as high as they possibly can. И мы даем инструкцию игроку, чтобы он выпрыгнул как можно выше, как он только может. But also trying to be fast off the floor. Достаточно быстро. So as fast, yes, jump. As fast as they can off the floor. Да, чтобы он выпрыгнул максимально высоко и максимально быстро в тот самый момент, когда он наступит на землю. Here, bam, boom, boom, boom. I have contact. Вот, как раз у нас есть контакт, мы нажимаем на кнопку. Take off. Okay, done there. И снова контакт. Yeah. Okay, so here it tells me that he had a reactive strength index of 1.72, so he spent 0.72% longer in the air than he did on the floor. Вот нам выдался этот, соответственно, индекс, который говорит нам, что он провел в воздухе на 1,72, в 1,72 раза времени больше в воздухе, чем на земле. Okay, so we can start to monitor how he compares to other players of his age, his position, etc. Мы можем начинать, соответственно, сравнивать эти вещи с тем, как он выглядит относительно других игроков в его амплуа, его возраста. Okay, and here we have a tutorial. People can watch it online if need be. Just a question once again, yes. Mark. Yes. Now, do you put your arms like that on yes. the? Sorry, with every jump, right? So doing all jumps, you either have your hands on a bar or your hands on the hips, because using your arms will make a big difference to the height of the jump. So on the bar or on the hips? Yeah. So obviously, when we jump in with a weight, we have our hands on a barbell, so it's okay. Yeah, of course. So our other options are, when we're not jumping with a weight, we can either put our hands on our hips and keep them there, or we can have a very light plastic pole to hold on to like a bar. Either of those. Мы абсолютно во всех прыжках, да, простите, пожалуйста, что не сообщили, держим либо на штанге, либо на поясе, потому что использование рук очень сильно скажется на выполнении данного упражнения. Если не хотите держать руки на поясе, соответственно, можете взять какой-нибудь легкий пластиковый шест, как штанга, положить тоже там, соответственно, на плечи. Но в целом использование, да, рук не стоит. The next we're going to talk about is agility, quickly. Следующее, о чем мы поговорим, это ловкость, по-быстрому. Okay. It's obviously a very, very, very important quality in rugby union. Как вы знаете, это очень важное качество в регби. Okay, it's the ability. It's not only the ability to change direction, but it's the ability to change direction whilst doing it because of an external stimulus, understanding where another player is, understanding where the ball is coming from.
Знаете, ловкость – это не просто способность менять направление движения. Это еще способность менять направление движения, когда есть некий раздражитель внешний, как, к примеру, мяч. То есть успевать реагировать на какие-то вещи, которые происходят по всему полю. It's difficult to measure. Это очень сложно оценить. You have to have equipment that are very expensive timing gates. У вас должно быть специальное, очень дорогое оборудование, как, к примеру, тайминговые ворота. And also provide an external stimulus like a flashing light for a player to react to. И у вас должны быть еще внешние раздражители, как, к примеру, фонари или какие-нибудь там экраны и еще прочее. So when you look at the expense, we will probably never measure it in Russia. Когда мы начинаем смотреть на то, сколько стоит такое оборудование, мы понимаем, что, наверное, мы никогда не сможем это дело тестировать в России. There are very few teams in the world that measure it anyway. Все равно есть всего парочку, всего несколько команд во всем мире, которые оценивают ловкость. So what we do know are that the two biggest physical qualities that will make your players agile are Но что мы знаем, это что есть несколько физических качеств, которые так или иначе коррелируют с ловкостью. the ability to accelerate quickly Это способность быстро ускоряться. and also the stretch shortening cycle. Да, и, соответственно, тот самый цикл сокращения мышц, который мы назвали индексом реактивной силы. Okay, as you can imagine, planting your foot to turn, okay, involves a lot of stretching, eccentric qualities, and the ability to reutilize that energy in the next concentric contraction. So we know from studies all across the world that RSI is a good predictor of agility in team sports. Ну, как вы видите, по предыдущим тестам, которые мы сдавали, с этими там выпрыгиваниями, это требует все-таки там отличного сокращения мышц для того, чтобы там отскакивать от этого пола. И из огромного количества различных исследований во всем мире мы видим, что RSI, индекс реактивной силы, является отличным предсказателем показателя ловкости, то есть, соответственно, коррелирует с ним великолепно. Okay, so we know that, like, if we have good acceleration and good RSI, and we're doing lots of good rugby drills where players are having to make decisions and read the game, or games that are similar, we will improve and have good agility. Да. Опять же, мы можем предположить, мы это знаем, что если наш индекс реактивной силы и ускорения хорошо развиты, и мы в наших тренировках используем специальные регбийные тренировки, которые требуют нам принимать решения, реагировать на мячи и так далее, то наша ловкость будет развиваться и будет развита достаточно хорошо. Okay, now the last thing we're going to talk about is body shape. И последняя вещь, о которой мы поговорим, это, соответственно, состав тела. I've actually made a mistake here. Okay. Я на деле сделал ошибку. Yeah. When I put this in place, originally, I wanted to talk about being able to achieve good body height, being able to get in the correct positions to defend in tackles, to be able to get in the correct positions to scrummage well, to be able to get in the correct positions to hit a breakdown. Изначально я хотел говорить о том, как располагать свое тело правильно, там, в борьбе за мяч, в обороне и так далее. When I actually got down to writing the presentation and I'd forgotten about these slides, I actually went on to talk about body composition. How much Да, fat но как только я начал составлять презентацию, я уже забыл о том, что я изначально хотел, и начал говорить о составе тела. So I won't worry about it. I'll cover body shape in the next presentation when we come to doing these other things. Поэтому о расположении тела мы будем говорить потом в следующих презентациях. А сейчас будем говорить о составе. So when we talk about body composition, we're talking about how much muscle, how much fat, how much lean mass, those types of things. Когда мы говорим о составе тела, мы говорим о таких вещах, там, какова масса игрока, рост, вес, какой у него там процент подкожного жира и так далее. I think there are many methods to do this. Существует множество различных методов для оценки этих вещей. Okay. Normally I use calipers. Обычно я использую калиперметрию. Yeah. Measure how thick people's skin folds are, and then you can use a standard book which will allow you to convert that to body fat percentage.
Я, соответственно, беру и замериваю объем различных частей тела, и потом мы можем при помощи формулы это перевести и понять, какой там процент жира. Okay, now there are other methods. Okay, there are more accurate methods. There are expensive scans you can use. There's Существуют и более дорогие, соответственно, методы, you которые can более точны. run electrical currents through the body to assess water content. Да, вы можете там пропустить электрический ток через тело человека, чтобы узнать, какое количество воды там присутствует. And if you do 4 different methods with the same player, you'll get 4 different results. И если вы проведете 4 различных теста над игроком разных, вы получите 4 абсолютно разных результата. So I think all that matters is that you always use the same method. Поэтому единственное, что важно, это чтобы вы постоянно использовали один и тот же метод. And as I've got more experienced, I actually think to myself, how do they look? That tells me more about a player than anything else. Но с опытом пришел ко мне вопрос, а как же выглядят мои игроки? И ответ на этот вопрос дает намного больше понимания мне сейчас. And at the end of the day, if a player has exceptional abilities in all areas of fitness, does it matter? Ну и в конце концов, если игрок обладает исключительными способностями во всех там областях физических качеств, имеет ли этот состав тела хоть какое-то значение? So if I have a winger who looks like this, Если у меня есть вингер, который выглядит вот так, but he's fast, he's powerful, he's fit, he's strong, he's explosive, но если он взрывной, быстрый, хорошо ускоряется и так далее, do I need to worry about his body composition? должен ли я хоть как-то волноваться по поводу его состава тела? Okay, I think not. Я думаю, что нет. But you will never find a winger who has that much body fat, who's fast, who's explosive. So all of these things are interlinked. Но на деле вы никогда не найдете вингера, который выглядит вот так, у которого такой высокий процент подкожного жира. При этом он будет настолько там взрывной, быстрый, сильный. Yeah, and I know Russians like photos of naked men. Yeah, I know they like. Я знаю, что россияне любят фотографии обнаженных мужчин. Okay, so look, what I'm pretty certain of is that this is a reflection of what professional rugby players look like in the rest of the world. Но что я хочу вам показать этими фотографиями, это то, что как выглядят профессиональные регбисты по всему миру. Okay, there are some fat players everywhere. Да, безусловно, есть парочку толстых игроков везде. And there are some fat players who are very good. И есть толстые игроки, которые очень хороши. But this is a reflection of what the majority of players, back rowers, halfbacks, centers, wingers look like. Но это как раз отображение того, как выглядят, соответственно, защитники, задняя линия, полузащитники, There вингеры. aren't too many Russians that look like this. Немного русских игроков выглядит вот так. Okay, so I think it tells us that we don't understand nutrition. Возможно, это говорит нам о том, что мы не очень понимаем программы питания. We don't understand the importance of eating properly. Мы не очень понимаем, да, как это важно питаться правильно. We don't understand the importance of developing muscle properly, not using bodybuilding methods. Мы не очень понимаем, как правильно развивать мышцы, не используя бодибилдинговые приемы. Okay, and we will obviously come back to talk about all these things in a further lecture. So one last И мы, slide. безусловно, к этому вернемся в наших там следующих лекциях. 2 last slides, I apologize. 2 последних слайда. We're going to be putting together databases. Мы, смотрите, вот фотографии там нашей базы данных, которую мы начали забивать. And one of the things when we're transferring data back and forth to each other that's very important. И once again, One of the things we need to understand when we're transferring data back and forth to each other that is very important. We all use the same terminology. И да, как только мы начнем там переправлять свои данные друг к другу, нужно понимать, что мы используем одну и ту же терминологию. Это самая важная часть, которую мы должны понимать. So at some point we'll send out some positional names. Obviously these will be in Russian, not English. Мы разошлем там название амплуа, по-русски, естественно, не по-английски. And
We have to call the tests the same things. Мы должны обозвать тесты одними и теми же именами. Otherwise, when we come to analyze our data, we have lots of difficulties and things don't go well. Просто если у нас будет разная терминология, то при анализе данных у нас будет огромное количество проблем. So I think for me now, the last slide really, it's just to try and reiterate the importance of fitness in Russia. Последний слайд для меня — это просто еще раз напомнить про важность физической подготовки в России. It's not strong. It's not a strong area. Физическая подготовка в России не является нашим коньком, не является нашей сильной стороной. Okay, where other tier two nations are, we're probably quite good aerobically. We have good levels of aerobic fitness at the national team anyway. Мы находимся на уровне там тир-2 стран. Да, там у нас хорошие аэробные показатели. But we lack explosive strength, we lack speed, we lack plyometric ability. Но у нас недостаточно плеометрических способностей, у нас недостаточно взрывной силы, у нас недостаточно скорости. So for Russia to even begin to compete at international level, поэтому для России, чтобы просто начать соперничать против других стран на национальном уровне, между сборными, мы должны развить эти Мы должны развить эти способности. Мы должны научиться воспитывать быстрых игроков, взрывных игроков. It's not possible to score tries against a team who are all faster than you, who are all more Невозможно занести попытки против команд, которые быстрее, чем вы. So physical qualities for us are a starting point for this. Поэтому физические качества и являются стартовой точкой. And you know, we have a lot of people involved in this lecture today who are going to be the future of Russian rugby, produce the players. И сегодня нас слушали большое количество людей, которые и обеспечивают наше российское регби будущим. And are going to be responsible for how the national team or the potential of the national team to perform in years to come. И они будут ответственны за то, как же выступает наша национальная сборная годы вперед. Okay. What we can't do is if we qualify for another World Cup with our current physical abilities, we'll be very lucky. Что стоит отметить, что если мы квалифицируемся еще раз на Кубок мира при нашем нынешнем уровне физических возможностей, мы просто будем очень удачливы на самом деле. And maybe just as important that if we do qualify for that World Cup, then last time we worked for 1 year just to make us aerobically fit to survive a World Cup. И что опять же стоит отметить, даже если мы квалифицируемся на там следующий Кубок мира, нужно понимать, что весь предыдущий там год до Кубка мира мы тренировались только на аэробную там работоспособность для того, чтобы пережить Кубок мира, чтобы выжить на нем. You know, the purpose of these lectures and education is to try and reinforce that if we're fit, explosive, fast, we can go to a World Cup to thrive rather than survive and make Russia a far better team. И опять же важно отметить, что если мы достаточно хорошо физически подготовлены, быстрые и взрывные, мы едем на Кубок мира для того, чтобы побеждать, а не для того, чтобы выживать. Okay, and that's it for today. И на этом сегодня все. Господа, есть какие-то вопросы? Я включила возможность включить микрофон и задать вопрос, только, пожалуйста, не перебивайте друг друга. Вопросы? It was a lot. It was a lot. Yeah, Mark? Yes. It was a lot. And maybe the way to do this will be to have our You see, we can collect questions and we can answer them offline, something like that. Yeah. Or even, what do you think about that? Yeah. Or even that people can keep questions, and then we do 3 meetings, lectures on fitness development, but then we have a separate one where we set aside time just for questions.
Yeah, probably. Господа, мы можем сделать двумя различными способами. Мы понимаем, что сейчас было 2 часа, это было очень много. Даже Марк устал, не говоря про меня, ничего. Вы можете написать свои вопросы, мы на них можем ответить офлайн тоже в качестве там аудио или видео, которое будет доступно, соответственно, для всех. Вот. Либо после там наших там 4 лекций вы запишите себе вопросы, мы можем потратить еще какой-нибудь один наш семинар просто на ответы на вопросы. То есть мы можем делать в 2 различных версиях, 2 различных видах. Либо пишите вот их и присылайте здесь в чат, либо на почту Академии, регби-центр. Вот. И если будет достаточное количество вопросов, глядишь, мы подзапишем еще видео, которые там в офлайне ответим и так далее. Вот. Спасибо большое за лекцию. Я хотел что сказать. Спасибо большое Марку, спасибо тебе, Алексей. Большое вопросы, которые возникали во время семинара. В принципе, Марк на них сразу же потом и отвечал. Поэтому, наверное, все слушали, и ни у кого как бы таких вопросов сразу не возникает. Ну, все было предельно ясно. Спасибо большое. So, Mark, lots of gratitude. Thank you very much. You answered all the questions that came across the lecture and so on. And also, I told that we have several options, like we can collect the questions and answer them later, or we can use the time of like the 5th lecture to answer the questions and so on. So, lots of different gratitudes. Thank you much. It was all awesome and structurized. Okay, thanks everyone for the patience in listening. I know it's difficult. Спасибо вам большое за терпение, потому что, да, мы знаем прекрасно, что это было очень тяжело. Алексей, Марк, спасибо вам большое. Хотел задать несколько вопросов. Помимо тех программ, которые использовал Марк для оценки, там, например, взрывной силы, либо ускорения, есть ли еще какие-то программы более доступные для оценки этих качеств? Вы имеете в виду приложения, помимо этих приложений? Не то, что даже эти приложения, а какие-то другие виды, другие способы оценки этих показателей. So, we saw you using those applications like MyJump2 and so on to estimate the explosive strengths and so on. But except of using MyJump2 application, do you have any other means of measuring the explosive strength? Look, best practices, the most science would be to use a force platform. Смотрите, Роман, самым лучшим способом для оценки той же самой там взрывной силы является силовая платформа. The other way is to look at jumping ability. Другое – это посмотреть на возможности игрока выпрыгивать, прыгать. It's difficult to measure jumping ability without either a force platform or an iPhone. Но на самом деле оценивать там взрывную силу, оценивать эти самые прыжки без приложения или без силовой платформы очень тяжело. There is a method that I've just remembered called the power quadrathlon. Есть метод, про который вот я сейчас вспомнил, он называется силовой квадратлон. Where you can look at I wouldn't use the 4. It should be 4, but I would look at 3 tests, 3 field tests. Несмотря на то, что он там называется квадратлон, я не буду использовать все 4 теста, я буду использовать 3 теста. So that's a triathlon. Triathlon, yeah, it should be. So you would look at one jump, how far horizontally a player can jump, and you'd measure that. Первое, это вы смотрите горизонтально, как далеко прыгает игрок. You would look at 3 frog jumps in a row. Дальше вы смотрите на 3 последовательных прыжка лягушкой. Тройной прыжок. Yeah, and a 30-meter sprint. И спринт на 30 метров. And that I have tables that would give you normative data about where you are compared to other athletes. Дальше у меня есть таблицы, благодаря которым вы можете сравнить своих атлетов с другими, соответственно, спортсменами. And because you've done 3 tests, you've done a one jump, you've done 3 jumps with a plyometric movement in. Вы сдали, соответственно,
Да, вы сдали, соответственно, 3 различных теста. Соответственно, одиночный прыжок, дальше тройной прыжок с плеометрическими движениями и спринт. It also identifies your weakest area and gives you some training direction based around that. И после того, как вы там сравниваете все эти данные с другими игроками, вы видите свои самые слабые стороны и понимаете, куда там ваши тренировки должны двигаться дальше. When we talk about strength development and speed development, I will make sure that spreadsheet is sent out to everybody beforehand, and I'll talk about the test there and how you can use it to develop explosive strength and speed. Когда мы будем разговаривать там в следующей нашем вот таком вот семинаре про силу и развитие скорости, я убежусь, что вам всем заранее разошлют на таблички там с нормативами по силе, по скорости, чтобы вы были там, чтобы вы их просмотрели до нашей лекции, чтобы вы понимали, о чем идет разговор. Большое спасибо, отлично, будем применять. Спасибо. Спасибо, Роман. Yes, you're doing great without me, Mark, once again. So if there are no questions, we can call it today, right? Yes. Thank you, everyone. Спасибо всем еще раз большое. Вот, было очень приятно. Благодарим. Микрофон, Диана, микрофон. Да, Марк, большое спасибо. Thank you very much. Thank you. Все. Всем спасибо, кто присутствовал. До свидания. До следующей лекции. Okay. Are we done, Alexei? Yeah, we are. You're going to send me a date and a time for the next seminar? Yeah, of course. I'll call you via WhatsApp right now. Okay, so thank you much. Bye. Give me a few hours for my brain to start working again. That's great. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So. Bye-bye. Bye-bye.